На протяжении 2 лет мы наблюдаем за разрушением торговых отношений Беларуси с Европейским Союзом. Запреты на экспорт, запрет на передвижение и еще много всяких ограничений. Белорусские чиновники в попытках спасти нашу экономику кричат во всеуслышание о переориентации экономики на восток. Но так ли перспективны эти направления, нам предстоит еще выяснить. Для того, чтобы белорусы узнали немного больше о потенциале восточного партнерства, канал «Страна для жизни» запускает серию выпусков о торговых партнерах Беларуси, в которых мы проанализируем существующий потенциал и перспективные направления развития торговли с Востоком. Здравствуйте, меня зовут Алиса Рыжиченко, и это программа «Торговля по-белорусски», в которой мы оцениваем потенциал торговых отношений со странами Востока. И сегодня мы обсудим крупнейшего восточного партнера Беларуси – Китай. Ну а пока подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а мы начинаем. Мы много раз слышали мантру наших чиновников, что Китай нас спасет. И действительно, торговые обороты Китая и Беларуси показывают устойчивые темпы развития. Но несмотря на стабильные темпы роста товарооборота, торговое сальдо с Китаем остается отрицательным уже на протяжении многих лет. Чтобы торговля с Китаем была выгодной, мы должны экспортировать больше, чем импортируем. Но тут у Беларуси есть огромные проблемы. Импорт товаров и услуг из Китая традиционно превышает экспорт в 4 раза. Мы экспортируем в Китай в основном продукты питания, калийные удобрения и древесину. Как сообщает МИД Беларуси, в начале этого года в КНР было всего 123 аккредитованных предприятия, имеющих право торговать с Китаем, большинство из которых занимается торговлей молочной продукцией и мясом. Что касается калийных удобрений, то по данным Китая Беларусь находится в списке крупнейших поставщиков калийных удобрений в Китае. Однако реальные цифры не так велики. Правительство Беларуси скрыло статистику по калийным удобрениям, но нам известно, что поставки удобрений в Китай до недавнего времени не превышали даже $400 миллионов в год. Для того, чтобы полностью возместить потери с европейского рынка, Беларуси необходимо будет увеличить поставки удобрений в Китай вдвое, что практически невозможно в условиях санкций и проблем с логистикой. Еще один востребованный белорусский товар в Китае – это древесина. В начале 2021 года Беларусь существенно нарастила поставки древесины в Китай, а на белорусской бирже происходили крупнейшие сделки с Китаем на общую сумму порядка $9 миллионов. Но затем Беларусь лишилась сертификатов качества на лесную продукцию, а это значит, что не каждая китайская компания согласится покупать древесину, не имеющую международного сертификата. Ну а если и согласится, то может потребовать цену ниже рыночной. Прибавить к этому логистические проблемы, которые увеличивают себестоимость отгрузки. По итогу прибыльность данного направления тоже остается под вопросом. Кроме торговли товарами и услугами, мы сотрудничаем с Китаем в инвестиционные отрасли. Ряд проектов реализуется в данном направлении. Например, индустриальный парк «Великий Камень» с льготными условиями для его резидентов. Льготные условия – это освобождение от налогов на прибыль первые 10 лет работы и скидка 50% на этот же налог для работы в будущем, плюс упрощенная система покупки или аренды производственных помещений и земель. На сегодняшний день из 86 резидентов только 21 белорусская компания, остальные иностранные. Из заявленных $1 миллиарда 200 миллионов по состоянию на конец июня 2021 года резидентами парка было вложено всего $342 миллиона инвестиций. Получается, что заявленных инвестиций нет, а иностранные компании продолжают работать, не выплачивая налоги на прибыль. И вообще будущее Великого Камня очень сомнительно, потому что одно из важнейших направлений развития этого парка это было строительство железнодорожного терминала в парке, для того, чтобы контейнерные грузы переправлялись из Китая в Европу по границе Польша-Беларусь. Вообще, будущее Великого Камня очень сомнительное, ведь одним из важнейших направлений организации парка было строительство железнодорожного терминала в парке для переправки контейнерных грузов из Китая в Европу через белорусско-польскую границу. Интересно ли будет развитие парка для Китая в санкционных условиях, когда границы, как и железнодорожно-транспортное сообщение, могут быть закрыты в любой момент?
Еще одно важное направление сотрудничества – это заем денег. Санкции Европейского Союза лишили Беларусь возможности брать в долг деньги на европейском и американском рынках капитала. Отличный пример – Европейский банк реконструкции и развития, который прекратил финансирование инфраструктурных объектов. С Китаем и долгами очень похожая ситуация, как и с Россией. Сначала Беларусь одалживает деньги у Китая на проведение модернизации предприятий, а потом одалживает деньги снова у Китая, чтобы отдать их Китаю деньги за модернизацию. То есть рефинансирует уже существующие кредиты. В декабре 2021 года долг перед Китаем составлял порядка $3 миллиардов без учета кредитов, выданных под государственные гарантии. Такие кредиты выдаются частным или государственным компаниям, где поручителем выступает белорусское государство. И если компания не в состоянии оплачивать кредит, деньги выплачивает государство из наших с вами налогов. Отличный пример, как частное лицо обогатилось за счет наших с вами налогов путем оформления таких кредитов, это бизнес Александра Шакутина, всеми известного прикорытного бизнесмена. В августе 2017 года компания ОАО «Салео Гомель», бывший Гомельский завод «Гидропривод», который был незаконно приватизирован Шакутиным, получает льготный кредит от Экспортно-импортного банка Китая на сумму $71 миллион. Кредит был выдан на основе постановления Совета министров номер 612 о реализации кредитного соглашения под государственные гарантии. За кредитные деньги Шакутин построил завод своему сыну в Республике Карелия, а после обанкротил белорусское предприятие, на которое оформлял кредит, не рассчитавшись ни за кредит, ни за акции приватизированного предприятия, стоимость которых была и так занижена. Весь этот процесс выдачи кредита, приватизации, последующего банкротства происходил под личным контролем Лукашенко, который собственной рукой подписывал указы сначала об отмене аукциона, потом о предоставлении рассрочки на акции предприятия, а потом о переносе сроков выплат за акции. В итоге ни предприятий, ни кредитных денег, ни инвестиций. Согласно документам, ответственный за выплату этого кредита, выданного под госгарантии, сегодня является Гомельский исполком. Что мы имеем в итоге? Белорусскую торговлю с Китаем вряд ли можно назвать прибыльной. Мы продаем Китаю в 4 раза меньше товаров и услуг, чем покупаем у них. Основные экспортные направления развития сотрудничества сводятся к торговле сельскохозяйственной и продовольственной продукцией. В теории Китай обладает необходимым нашей стране рынком, но кроме бюрократических препятствий, с которыми сталкиваются белорусские компании, сейчас добавляются логистические проблемы и риск Китая попасть под вторичные санкции. Что касается развития инвестиционной отрасли, то мы видим, что пока это направление можно скорее охарактеризовать как кредитное, нежели инвестиционное. В 2019 году чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в КНР Рудный сказал, что для привлечения прямых иностранных инвестиций в Беларусь необходимо гармонизировать национальное законодательство с наиболее привлекательными в мире инвестиционными центрами, использовать британское право при инвестиционных спорах, определить простой и прозрачный порядок приватизации, обеспечить гарантии права собственности и исключить риск национализации. Учитывая, что ситуация со всем, что перечислил Рудный, с тех пор стала еще хуже, то смею предположить, что сотрудничество с Китаем продолжится только до тех пор, пока выгода Китая в виде дешевых цен, высоких кредитных ставок и льготных условий работы для китайских предприятий будут покрывать все возможные риски. К сожалению, в данной схеме места для белорусской выгоды нет. На сегодня все. Спасибо, что смотрите наш канал. Ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы еще больше людей узнали правду.